Привет, друзья! Сегодня поговорим про четвертую и пятую партии матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. Четвертая партия, как мы помним, в третьей Магнус в итоге, чуть-чуть перепутав в дебюте черными, в итоге легко решил проблемы и даже чуть подавливал. И вот партия белыми. Перед партией белыми был некоторый оптимизм. Тем более, что после этой партии был выходной. И как-то, конечно, перед выходным в целом хотелось партию выиграть. Все-таки пока Магнус, во всех, можно сказать, что подавливал. И вот первый ход c4 решили попробовать. Логичное довольно решение. То есть в c4 у нас было много сравнительных идей. Да, d4 попробовали, ферзем не получилось. Но решили посмотреть, что будет на c4. Последовал e5. Это в целом мы могли догадаться, что будет. Конь c3, конь f6, конь f3, конь c6, g3. Это порядок. Тогда реже играли. То есть тут есть своего рода выпендреж такой, что на e5 типа интересно играть g3. Но главная идея хода g3 в том, что после конь f6, слон g2, d5, cd, конь бьет d5. Белые хотят пойти конь c3, и черным приходится ходить конь b6. Приходится сильно сказано, можно бить на c3. Но идея в том, что черные не могут сыграть вариант, то здесь после конь f3, конь c6 получается основная теория, в которой черные не сыграли слон c5. То есть главная идея хода g3, как я его понимаю, в этом. Минусов ход имеет море, да, то есть можно ходить здесь там c6 сразу, можно ходить конь f6, слон g2, c6, то есть и та, и другая линия там на порядок со вторым конь c3 не очень хороши, но главная идея хода g3 на данный момент, как я понимаю, это обойти слон c5. То есть изначально g3 начинали играть, по-моему, с идеей здесь ходить конь f3, конь c6, рокировка. И чтобы здесь на какой-то ход типа слон e7, по-моему, играть не конь c3, а как-то d4, e4, конь e5, что мне, в принципе, всегда казалось немножко странным. Но раньше какие-то компьютеры тут давали белым перевес, хотя мне всегда казалось, эти позиции после f5, конь c6, bc для черных очень хорошие. Сейчас скорее вроде уже считается, что все согласились, что они для черных хорошие. И g3 люди играют с идеей обойти слон c5, но зато у черных много дополнительных возможностей. В этой связи, кстати, сейчас на высоком уровне очень умным считается порядок c4, конь f6, чтобы на конь c3 пойти e5 и заманить, что второй g3 уже не сыграли. А если g3 пойдут здесь, то перестроиться, то есть играть не e5, а c6, d5 здесь, например, ходить. То есть я так много, например, сам черными играл. Это, в принципе, не глупо так пойти конь f6, пока карты не раскрывать. Фаби просто e5 в лоб, конь c3, конь f6, да, вышли. g3, d5, взяли, слон g2, слон c5 все-таки. Это на тот момент, это, конечно, не было новым ходом, но, скажем так, сейчас это считается явно главной проблемой белых во всей линии. Тогда, появился ход слон c5, действительно, ход интересный, то есть рокировка d3. Здесь, опять же, было много ходов, то есть про эту позицию я немножко рассказывал, по-моему, в этом дебютном обзоре. Фаби сделал ход ладья e8, который был тогда, вроде не новинкой, но ходом свежим. Сейчас тут главной проблемой вообще считается ход h6. Трудно довольно объяснить. Не так трудно объяснить, но у черных тут три естественных хода. Это ладья e8, слон b6 и h6. Это не все возможности, то есть можно и на c3 бить, можно, по-моему, уходить конем. Я, например, даже на c3 бил, по-моему, это позиция. Но смысл в том, что на ладья e8, в принципе, можно пробовать слон g5. И Магнус так в этом матче еще сыграет. Есть и конь g5 какая-то попытка. На слон b6 это была наша главная надежда, что слон b6 вроде тогда выглядело так, что ход главный. И мы собирались, да, бить, ферзь бьет d5, b4.
Это все встречалось, конечно, и до матча, и я тут много довольно всего знал. Вот, в частности, я именно в этой линии выиграл очень важную партию у Сергея Корякина на Кубке мира 2017 года. И в целом эту позицию мы воспринимали как... Ну, то есть мы много ее довольно смотрели, мы воспринимали ее как перспективную. Довольно, хотя, конечно, у черных нормально. Проход H6 на тот момент, мне кажется, мы вообще не думали. Это был какой-то свежий вариант. H6 как-то казалось так немножко абстрактно, то есть... То, что там слон g5 прям такая какая-то умная идея, или конь g5, мы тогда не понимали. А вот ход ладья e8, конечно, в принципе прогнозировался не главным, то есть мы скорее надеялись на слон b6, но в принципе что-то такое было. Так, Со уже там на тот момент сыграл где-то в блиц. Магнус пошел слон d2, это, конечно, мы все знали. Взяли на c3, слон бьет c3, конь d4, b4. Ну, честно говоря, мы по большому счету эту позицию так оценивали немножко на глазок. В том смысле, что, ну, компьютер давал белым небольшой перевес, как бы, да, понятно, что много фигур меняется, да, то есть черные там явно в какой-то момент поменяют коней. Ну, выиграть... С одной стороны трудно, с другой стороны вообще эта вся структура для белых довольно приятная. То есть слон d6 Фаби сыграл. Мы главным ходом считали, по-моему, слон b6, но слон d6, да, ход возможный. Ладья b1, это вот, по-моему, чуть ли не здесь мы где-то обрывали, что взяли. Ну, типа получше мы считали. То есть в английском на тот момент, конечно, трудно было как-то прям четкие какие-то совсем ответы находить. Ну да, так, на уровне структуры мы всегда считали, что это получше, то есть можно там где-то, мы давим на b7, да, то есть на c6 можно где-то, наверное, пойти b5, можно и a4 пойти, ну можно и b5 пойти. Ну как-то обычно английское, белые что-то там давят на ферзевом, как бы немного, может быть, но фигуры у белых активнее. То есть, ну, в общем, оценка этой позиции была дана такая: А, оптимистичная, Б, в целом так, скорее на глазок. Ну, какие-то мы там блиц-партии играли, но нам казалось, что в целом очевидно, что белые слегка давят. То, что у черных не проиграно, тоже казалось очевидным, ну, в общем, и ладно. Ну, вот Фаби пошел H6, то есть, на самом деле, даже здесь... Это вот, кстати, опять, да, про хорошую подготовку. Вот даже здесь они нашли по-своему конкретную идею и как бы нас перехитрили. То есть там часто эти партии выглядят так, что, ну, вот там белые что-то вышли, ничего не получили, черные вроде сделали самый естественный ход, легко сделали ничью. В чем же была идея? Ну, то есть идея часто остается за кадром. На самом деле, ну, мы действительно воспринимали так, то есть причина нашего оптимизма была во многом в том, что как бы, ну, везде нам казалось, белые b5, a4 поставят. И, например, после a6, как Фаби пошел, a4, ну, что да, мы где-то проведем b5 там, да. Может быть, черные где-то пойдут там АБ, bc6, мы bc побьем. То есть какая-нибудь позиция условно типа, ну, Фаби тут сыграл c6, да, то есть какая-то позиция типа, например, b5, АБ, там, слон d7, ну, побьем bc. Ну и вот какую-нибудь там такую позицию, ну тоже понятно, что это по большому счету ничья. Вот, но какую-нибудь там такую позицию на самом деле белые могут играть вечно. То есть вот какие-то такие позиции мы и оценивали как, ну вот этот вот сдержанный оптимизм, да, что да, конечно, это ничья, но в принципе пешка c6 слабая. Белые там постепенно как-то там строятся по c, наверное, будут на эту пешку давить, можно где-то провести d4 там. Где-то слон d4 побить, там где-нибудь ходов через 20, пешка c6 упадет, будет там c4 на 3. Ну, в общем, понятно, что это ничья, но мы считали, что, ну, и равенства с другой стороны нет, да, то есть, если люди так хотят делать ничью, пускай. Но Фаби, сыграв a6, a4, c6, наверняка имел в виду, ну, я не знаю, я никогда не обсуждал, но я, по крайней мере, понял, почему Магнус не пошел b5. То есть, Магнус партии здесь сделал ход ладья e1, что, в общем, идею черных там как бы оправдало, я сейчас объясню почему. Но, в принципе, суть умной подготовки черных была в том, что на b5 я практически уверен, что было намечено не это страдание, а было намечено пойти cb, ab, a5. О чем мы, естественно, честно говоря, при подготовке не думали, потому что, ну, это там одна из 1000 позиций, какой-то рандомный набор ходов, там ладья e8,
там конь d4, слон d6, а6, c6 и именно cb, ну то есть понятно, что именно там математически перебором твои шансы попасть именно в эту позицию не очень велики, тем более, что компьютер здесь на старте белым давал небольшой перевес, но на самом деле я уверен, что в этом идея и была. Как тут можно пойти, там ферзь а4, ферзь e7, черные начинают как-то пытаться проводить e4, то есть позиция стратегически довольно острая. Можно тут белыми как-то b6 ходить, черные там пропускают слон d7, потом как начинают ходить слон f5. Реально при хорошей игре, видимо, ну, так, если белые совсем будут по первой играть, то черные, наверное, где-то в этих вариантах будут здесь делать какие-то ничьи с позиции слабости. Ну, вот, например, можно пойти там так, вот ком подсказывает слон f5, черные хотят как-то где-то, наверное, там e4 пойти, белый ходит b6, там пешку надо фиксировать. Теперь на e4 пока de и так. Поэтому комп очень умно предлагает пойти слон d7, там на ферзь a1 пойти слон f5 обратно пока. Жертвует пешку на a5, ходит e4 там, и черные, видимо, там более-менее достаточно компенсацию имеют. Я думаю, что-то в таком роде и было записано. Но главное, это очень умная подготовка, потому что на самом деле, ну, конечно, пойти b5, ничего не знаю, если тебе приходит в голову cb, b5, в матче так немножко страшно. И Магнус, безусловно, не пошел. То есть это очень прогнозируемо было, в принципе, конечно, что мы когда это увидели, мы еще стали обсуждать, в чем идея, мы когда поняли, что, ну, Магнус как раз задумался, мы когда поняли, что идея cb, b5, мы сразу поняли, что, конечно, b5 он не пойдет, потому что, ну, просто это такой рисунок, все-таки там пешка проходная, то есть рисунок тревожный. Мы играли английское все-таки с идеей комфортно давить, а не чтобы там какой-то ферзь по линии проходил. И, в общем, Магнус сделал ход пока ладья e1 выжидательный. Да, в надежде, видимо, на то, что слон с c8 там как-то сдвинется куда-то не туда, и мы все-таки b5 пойдем. Но последовал слон d7, и да, вот теперь у черных стало совсем комфортно. То есть вот нас надурили, что теперь черные совсем хорошо готовы к b5. b5 мы уже, в принципе, не пойдем. И тогда, по большому счету, идей у нас нет. Опять, это вот микро-нюанс, да, то есть так не совсем понятно, ну что там, ладья e1, слон d7, что черные сделали умного, как бы чтобы уравнять, почему у белых такая странная подготовка. То есть, когда ты играешь этот матч, это все время, то есть вот играется там такая партия, и ты потом комментарии там, что, господи, боже мой, почему же там Карлсон никогда не знает дебют, что он вообще хотел, там опять ничего не получил. Не, ну на самом деле это вот реально черные очень умно подготовили, вот именно c6, cb, b5. Белые как бы поняли идею за доской и решили не связываться. Ну, как бы нормально. В общем, слон d7, e3 было, ферзь f6, слон e4. И тут Фаби вот очень характерно для этого матча, что Магнуса, мне кажется, страшно нервировало. То есть тут, ну можно было любой сделать, на самом деле, спокойный ход, типа ладья d8 пойти. Все у черных хорошо, ладья d8 ход объективно даже лучше, но Фаби в принципе в любой, причем я это говорю без негатива, Фаби в любой плюс-минус равной позиции начинал искать прямую ничью или по крайней мере способ максимально к ней приблизиться. И в этом смысле вот он сделал ход слон f5, который, ну, компьютеру даже немножко не нравится, потому что, слышишь, ладья d8 там у черных едва ли не микро поприятнее, а слон f5 у белых микро поприятнее. Но на самом деле ход слон f5 просто там половину фигур меняет. То есть у белых, ну, с отрывом самый естественный и соблазнительный ответ это ферзь f3, Магнус так и сыграл, с переходом в эндшпиль. Ну, черные ставят b5, да, пешки сдвоенные, но с другой стороны у белых сдвоенные по e. В общем, визуально, я бы сказал, у белых чуть поприятнее, но на самом деле, ну, конечно, они оба понимали, что реально битая ничья. То есть, с этой стороны, там, пешка b4 зафиксирована, у черных всегда будет возможность, если что, пойти c5, весь ферзовый фланг поменять, да, то есть, даже при каком-то ужасающем раскладе, черные, допустим, пойдут c5, да, белые побьют bc, побьют ab и выиграют эту пешку b, но даже это 5 на 4, как бы, в целом, поди выиграй, но белые не получат никогда эту позицию. Дальше, по большому счету, ничего не происходило. Вот ладья e1 было, слон f8. Слон, конечно, должен оставаться на этой диагонали на всякий случай, давить на b4. Ну, должен сильно сказано, да, но просто это логично. А b побили, король g2, ладья e8 опять как бы на всех парах, да, то есть Фаби пытается поменять ладьи, ладья c1, Магнус ушел. Король g7, теперь, ну, просто очень простая идея, да, то есть король идет на g6,
Черные будут пограживать f5, на g4 еще пойти h5, еще там пешек поменять. Слон e1 было, значит, на c6 не зевнули, ладья a4 встали. Король f3, вот h5 он ставит. Теперь, ну, на g4 как бы тактическое обоснование было, наверное, в ходе c5, как я понимаю. Ну, можно я с g начать. Ну, пожестче сразу c5. И тут, опять же, если bc, то просто взяли, там, условно, взяли, пешку b оставлять, наверное, страшно, а тут как бы 3 на 3, опять же, черные все фигуры поменяли, и, в общем, можно соглашаться. Поэтому, ну, не то ж поэтому, Магнус пошел король e2 спокойно, король g6, да, то есть теперь черные провели f5, взяли f3, как-то Магнус грамотно довольно, да, то есть учит обычно, что при чернопольных слонах ставьте пешки по белым. Ну вот он поставил, но тут, к сожалению, да, настолько битая ничья, что ни на что это не влияет. Слон d2, слон d6, идеи, в общем, закончились у нас. Магнус пошел ладья c1, предложил ничью, что в целом, наверное, было разумно, и черные согласились, ну, как угодно ничья, можно так, например, пойти, белые там плюс-минус обратно, наверное, пойдут. Вот, ну, опять же, партия, да, то есть тут реально 34 хода, как бы ничего не происходило. Но на самом деле нашими глазами тоже, ну, партия, по крайней мере, дала какую-то такую немножко более-менее понятную дебютную зацепку. То есть, если там Ферзевым нам показали вот эту идею свежую, и мы в целом там лапки вверх, то есть мы подумали, ладно, действительно очень хорошая идея, плюс мы не знали и как на старые реагировать. То английская, ну, все-таки, да, то есть черные в партии действительно легко уравняли, но все-таки, то есть было видно по глубине подготовки, что понятно, что вряд ли это, условно, одна из опций, да, то есть понятно, что это явно то, что намечено главным дебютом на английское, что именно там слон c5, ладья e8 и такая глубокая подготовка вот с этим там конь d4, слон d6, то есть понятно, что это не может быть совпадением. И, ну, по крайней мере, у нас появился какой-то такой объект для подготовки на сравнительно такой неизведанной территории. То есть стало понятно, что вот ладья e8 там намечено, на тот момент партии в этом варианте было сыграно мало. И, в общем, ну, какой-то, ну, не то что повод для оптимизма появился, но, по крайней мере, мы поняли, что, окей, у нас белыми появилась одна позиция, которую можно смотреть и в целом с большой вероятностью получать. За этой партией последовал выходной. За выходным последовала пятая партия, в которой мы играли черными. То есть все эти идеи в английском это хорошо, конечно. Но для начала надо было отбиться черными. По-прежнему, да, то есть понятно, тут уже тоже поле битвы было в целом выбрано. И пока это все-таки Рассалима. Слон b5, g6. Ну и, кстати, вот опять же, возвращаясь к тому, что говорили мне ребята по ходу матча, то есть тут в этой партии Фаби сыграл ладья e1, e5, b4. Мы, конечно, обсуждали это вот еще на сборах и что-то здесь намечали, но вот именно реакцию Магнуса, самую жесткую, кстати, реакцию Магнуса, которую он в итоге исполнил, нашел уже по ходу матча Лоран Фросине. Причем, ну, сейчас это с компьютером сделать очень легко. Тогда было вообще не так, то есть, конечно, Фаби бы не ходил b4, там, если бы это была прямая ничья по первой линии, но на самом деле, то есть, компьютер тогда, после b4, как-то все-таки предлагал cb, и какие-то тут были странные позиции, что-то типа a3, b3, cb, как-то конь e7. Ну и тут вот, в общем, за белых это более интересно. То есть белые как-то конь c3, слон c4, a4, слон a3 выходили. И давить здесь можно было пытаться. Вообще b4 нам тоже казалось, что серьезный ход. Довольно. Но вот Фрес очень вовремя сел и как-то подумал головой. И нашел очень хорошее просто прямое возражение. Конь бьет b4. Ну, на самом деле, конь бьет b4 вариант просто закрывает. То есть начинается довольно жесткая прямая игра, в отличие от хода ЦБ, где у белых такая компенсация абстрактная. После конь бьет b4 так-то у белых компенсации нет, то есть как бы только развитие, да, поэтому игра очень прямая. Слон b2 ходить надо, значит a6. Теперь, ну, слоном не уйти, да, то есть у черных там просто будет совсем лишнее там с полным комфортом. a3 главная идея здесь.
АБ мы побили, АБ взяли d6. Теперь опять, ну, невозможно не пойти БЦ, конь Е7. Да, вот здесь выбор из ферзь Е2 и ЦД. Но главное, как бы идея наша, ну, не то, что идея, главное, как бы, вот, условно, аналитический понт, был в том, что тут компьютер сначала позицию после ЦД оценивал чуть ли не как 0.50, и, собственно, великое открытие Лоранов Рассене было в том, что позиция после, вот, ну, которая, в общем, возникает в конце этого не самого хитрого варианта, ну, что, например, там так, или слон бьет G7, неважно, что скажем так. В общем, не самое хитрое открытие Фред совершил, что вообще-то это битая ничья просто. Не, ну это сейчас это довольно очевидно, конечно. Но просто на самом деле издалека, то есть компьютеру не нравилась эта позиция, то есть тогда это все надо было ручками заводить и проверять, почему это там 0.50. Довольно нередко оказывалось, что в целом не почему. Можно, по-моему, бить здесь. Ну, что, в общем, так или иначе, да, вот это, по-моему, было записано, может быть, да, что взял. Вот я сейчас даже смотрю, даже вот компьютер на личесе пишет c3, bc, конь бьет c3, рокировка, типа там плюс равно. Ну, окей, как бы желаем удачи, да, то есть понятно, что это битая ничья абсолютно. И да, как бы это черными была вот типа такая же скрытая ничья, как, например, то, что Фаби сделал в этом английском. Да, ну, Фаби сыграл здесь ферзь Е2. Ход тоже возможный. b4, это все тоже было записано. Ферзь c4. Ферзь a5, это все тоже по файлу. cd, слон e6, ферзь c7, взяли конь c6. Где-то вот до сюда было записано. Тут главной линией было записано, по-моему, ладья d1, король d7, типа d4. И вот эта вот вся линия действительно была записана, что взять и пойти типа ладья a8. Ну и как-то конкретно черные в целом плюс-минус сразу делают ничего, то есть мы пока без одной. На самом деле, ну там ладья А2 пограживает, да, и здесь король С6, то черные на активности легко сделают ничью. Как-то, то есть грозит там ладья А1, ладья С1 где-то, грозит там ладья А3. Ну, в общем, короче, за счет активного короля у черных вообще просто не хуже. То есть тут даже никаких там 4 на 3 конь против слона не будет. Тут у черных совсем хорошо. В партии был сделан ход c3, не самый уже удачный. Король d7, cb, ладья a8, слон c3, король бьет c7. И на самом деле, ну тут если кто-то вот опять, тут мы так немножко затаили дыхание, Фаби сыграл d3, что ну на самом деле, опять же, если здесь кто-то играет на победу, то, конечно, черные. То есть у черных прекрасная позиция, у черных два слона, черные были готовы, в общем, к похожим позициям в редакции там в 10 раз хуже. И, в общем, снова как-то забрежила надежда, но тут вот опять, как и часто в этом матче, что Магнус мог на отрезке переиграть немножко, но у Фаби всегда вот в этих позициях, как только начинались какие-то проблемы, в принципе, включался очень жесткий счет. Но тут надо было ходить b5, ну как надо было, лучший ход, наверное, b5. На самом деле, ну и здесь там ладья c1, как-то вот король d7, комп тонко пытается, слон d2. Ну, чуть-чуть черный давит, то есть можно в долгую эту позицию играть, можно пытаться играть какую-то позицию там типа 4 на 3, такую, но как бы, потому что ладья c7, король d8, там пока мат по первой. Но все равно, ну, в общем, по большому счету, это, конечно, простая ничья, то есть как бы не то, что что-то прям происходит, нормально. Фаби пошел, b5 Магнусу в принципе, поэтому, я думаю, не понравилось, да, то есть b5... Какая-то, с одной стороны, фиксирует слабость на b4, с другой стороны, создает нам слабость на b5. И Магнус сделал самый амбициозный, на мой взгляд, ход, самый логичный. Я думаю, я бы тоже так пошел. То есть, ну, по крайней мере, он для меня выглядит сам. Естественно, Магнус пошел король b6. То есть, выглядит, в общем, отлично, да, что слабость на b5 мы себе не создаем, поле b5 у короля мы не забираем, а наоборот, да, мы активизируем короля, там пытаемся пойти король b5 забрать на b4. Как бы где-то там, скажем, мы, может, хотим пойти ладья d8, там от b5 мы защитились. То есть ход очень естественный, и, казалось бы, могли бы тут у Фаби возникнуть проблемы. Но вот как и часто в этом матче, то есть для Магнуса было таким камнем преткновения, что тот просто начинал очень хорошо считать. Пошел слон d2.
ладья d8. Ну, ладья d8 как бы логично, да, то есть на король b5 теперь какой-нибудь стришах появилось. И как бы ладья d8 наше, типа, главное возражение, ладья e3, понятно, что ходить. Не хочется там где-то под слон на 6 еще, да, но просто очень конкретно Фаби посчитал, что шах, король b5, ну, то есть, опять, из какого-то просто на вид игрового эндшпиля с типа инициативы у черных, Фаби мгновенно просто создал какую-то, ну, как бы такую позицию на просто прямой счет, прямую ничью. То есть ладья d8 уже на слон d2, ну, как бы явно, ну, не то, что надо ходить, но просто не всем понятно, что еще мы как бы намечать могли, да, то есть иначе белые сейчас там какой-нибудь 3 просто выйдут. То есть, да, слон e3, теперь, ну, король b5 мы явно собирались ходить, конь c3 шах, бить мы собирались, конь d5 шах, бить мы собирались, ладья b1, король c3, ладья бьет b7, конь d8, причем, то есть это Фаби все, я думаю, видел, на f7 черные защитили, ладья c7 шах, король d3, король f1, просто напрямую возникла такая позиция, ну как бы 4 на 3, во-первых, 4 на 3 позиции в целом ничейные, а во-вторых, ну конкретно здесь король на d3 просто очень плохо расположен, и у черных на самом деле вообще не лучше, то есть просто ни единого шанса на победу здесь нет, даже там ладейные 4 на 3 не получить, можно зато получить мат такой. И тоже Магнус как-то подумал, и просто, в принципе, он шел h5. Ну, иначе белые g4 бы пошли, то есть g4 ход полезный. В этой связи был сделан ход h3. И Магнус просто плюнул, то есть он пошел король e4. Конь g5, король f5. Да, конь бьет f7, взяли слон f6. И там ребята после g4 шах согласились на ничью. Опять вот для нас такое было какое-то странное чувство, что как-то все время... Ну, оно было и у Магнуса, что да, черными у нас все классно в дебюте, да, то есть дебютную часть, безусловно, можно оценить как, ну, как бы выигранную нами. То есть b4 была типа свежая идея, мы ее и предвидели, и в итоге, еще раз я подчеркиваю, да, то есть это приятно хвалить людей, когда они огромные молодцы, то есть очень здорово, у нас было какое-то другое решение на b4 записано изначально, наверное, тоже хорошее, но вот это то, что Лоран где-то там то ли в выходной, то ли за там день или два до этого вот этот конь бьет b4 просто подробно руками как бы везде довел до прямой ничьи, это, конечно, как бы намного жестче, и вариант был на этом закрыт, в принципе, даже не став как бы минимально популярным, да, то есть я думаю, если Магнус побил cb, a3, b3, вероятно, в этом варианте было бы сыграно потом партии там больше раз в 5. Ну, как бы мгновенно была показана прямая ничья, и вариант на этом закончился. То есть дебютная часть, в общем, мы были, конечно, довольны собой. Но дальше как-то вот опять, что как только Магнус чуть-чуть прихватывал, как-то мгновенно партия начинала заканчиваться, да, то есть, да, вот все это получилось. Да, c3 ход, наверное, не самый удачный. И вот здесь, казалось бы, ну все классно, то есть вроде это вот там тот самый там легендарный игровой эндшпиль, там самое сильное качество Магнуса, тем более, что у черных еще реально получше после b5. Но вот на самом деле, как и в предыдущей партии в этом Рассалима, на самом деле нифига. То есть пол неточного хода и просто мгновенно там прямую ничью сделали, все посчитали. И ничего не сделать. То есть в этом смысле нас как-то Рассалима, с одной стороны, нам очень нравились тенденции, да, то есть Магнус там, в принципе, в первой партии в Рассалима у него было выиграно, во второй партии в Рассалима он как бы типа перепутал, и плотно худшая позиция стала явно лучшим эндшпилем там за несколько ходов. И в этой партии как бы мы вообще там супер переподготовились, и тоже он получил получше. То есть в дебютном плане нам все нравилось, Фаби явно как-то немножко так странно эти позиции трактовал, но вот как только стратегическая часть такая сложная заканчивалась, да, и начинался прямой счет, в принципе, Магнус ничего сделать особо не мог, да, то есть просто с какой-то позиции слабости Фаби эти ничьи высчитывал, и было особо ничего не сделать. Тем не менее, настроение у нас было неплохим. Предстояла шестая партия, ровный экватор, у нас были белые. И в шестой партии, в целом, наверное, это был один из главных таких курьезов и потенциальных трагикомедий в как бы вообще всей подготовке Магнуса вот за 2 матча, которые я помню, но об этом в следующем выпуске, друзья. И до новых встреч, смотрите Левитов ЧС.